Витаю вас! Помнится мне, что в комментариях немало людей утверждало, что разрабы с камеры давно ушли с деньгами отдыхать на яхтах. Обнова — это миф и конспирология. Ну чё, обнова уже перед вашими глазами. 29 ноября в 8 часов по Киеву прошел первый плейтест обновления 3.0 в BattleBit Remastered, который я стримил на ютубе. Я вам с уверенностью могу сказать, что это было реально безумно. Мысли по поводу этого обновления у меня просто миллион, и я даже не знаю, с чего начать. Я вам расскажу свое мнение, постараюсь раскрыть все главные особенности игры и ее отличия от текущего BattleBit. Ну и куда же без драмы. Да, она тоже была, и за этим было очень смешно наблюдать и даже участвовать. Итак, плейтест начался с того, что мы все дружно поменяли ветку игры на Beta Operation Overhaul Playtest. Это делается очень легко, как вы можете увидеть. И я это говорю к тому, что плейтестов будет несколько, так что кто не успел на этот плейтест, залетите еще на следующий. Ну и вот мы скачали апдейт, который весил целых 1,2 гигабайта, что достаточно мало. И мы сразу же столкнулись к прологу, если можно так сказать. В нем разработчики рассказали, что обновление операция переработка началось с вопроса, как сделать игру играбельной в хаосе из 254 игроков, и что это обновление как раз таки полностью нацелено на решение этой проблемы, и не работали над ним нон-стоп. Они протестировали обновление вдоль и поперек, чтобы все было стабильно и максимально отполировано, но ничего не может симулировать хаос из настоящих 250 игроков в игре, и именно поэтому они и сделали плейтест, чтобы прощупать игру еще больше, найти проблемы с оптимизацией, вылеты клиентов и серверов, ну и конечно же получить фидбэк от игроков. И к этому сообщению мы еще вернемся, так что запомните его. Ну и вот я залетел в матч, и у меня не было слов. Буквально. Примерно 30 секунд я просто молчал на стриме. И не потому, что мне не понравилось, а потому, что я не знал, как реагировать. Вот это освещение на карте бледное, и резкость, которую нельзя было отключить, дали такие себе первые впечатления об игре. Я будто бы зашел в гибрид Roblox и батлы, с чем многие и так могут согласиться, но, камон, ребят, BattleBit это больше, чем Roblox. Ну и спустя минут 10 случился самый жесткий факап со стороны разработчиков — утечка памяти. Повезло тем, у кого было 32 гига оператива и больше, потому что чем дольше ты играл, тем больше у тебя оператива игра сжирала, и по итогу лагала неистово. Что самое интересное, эта проблема была у всех, и она никак не зависела от ваших характеристик, кроме как оперативы. В текущем билде игры есть почти та же проблема. Игра просто память не почищает, отчего после нескольких игр у тебя чуть-чуть FPS просиживается. Но вот на плейтесте эта проблема выросла до величайших масштабов, отчего очень много элементов игры пострадало и работала не так, как нужно. Вот вам самое забавное футажи от утечки памяти. У меня 2 FPS. У меня 1 FPS в игре. Я отворачиваюсь, у меня нормально. Ну, как сказать нормально? Как сказать нормально? Тут у типа нога проваливается. Я, пожалуй, выйду в меню, потому что это ужас. Сначала был вау-эффект, а потом догнали лаги. Да, то же самое, посмотри на воду. Ладно, никуда просто не смотри, просто никуда не смотри. Я сделаю видос, типа и сразу же налетят, чтобы отубиться. Короче, чуваки, да, это ужас. По итогу мне в чате сказали, что отключение голосового чата и перезапуск игры помогает, что действительно так. Оно помогло мне на минут 20-25, и затем приходилось теперь запускать игру снова. Сказать, что это было неудобно, ничего не сказать. Но, в общем, имейте в виду, что плейтест был не особо играбельным. Ну и учтите, что мы играли в технический плейтест. Разработчики могут 1000 раз все поменять, и ни одна из вышеперечисленных вещей не заточена в камне. Разрабы активно собирают фидбэк игроков о плейтесте, и на основе их они будут менять игру. Так что если у вас есть мнение по тому или иному поводу в обновлении, пишите в соответствующие каналы в официальном дискорд-сервере игры, и разработчики, возможно, прислушаются к вашему мнению. Раньше была и Google форма соответствующая, где ты мог отвечать на вопросы разработчиков во всем плейтесте, и именно там они 100% прочитали весь фидбэк от комьюнити. Но она уже закрыта, возможно в будущем будет еще. И да, если что, обнова нацелена на улучшение и переработку всей игры, а не добавление чего-то кардинально нового. Соответственно, транспорт не был обновлен, новых оружий нет, как и другого нового контента. Об этом всем нам уже не раз говорили, просто решил упомянуть, чтобы у вас не было недопониманий. В общем, пора уже разобрать каждый элемент игры и высказать свое мнение про него. А тут есть о чем поговорить. Movement.
Начну с момента. Он просто божественный. Я совсем не понимаю людей, которые говорят, что они его убили. Да, теперь сразу же лечь на живот не получится. Придется ждать двухэтапной анимации, что занимает достаточное количество времени по сравнению с текущим билдом, что весьма непривычно. Но зато теперь дропшотать у тебя никак не получится, что, как по мне, жирный плюс. Прыжок с края объекта на другой объект тоже увеличили, отчего некоторые ранее невозможные прыжки стали вдруг возможными. Перелазание, о боже, новое перелазание. Оно отлично, и этого апгрейда мне очень не хватало ранее. Правда, был один недочет с тем, что игра не понимала, хочу ли я запрыгнуть на объект или просто прыгаю возле объекта как придурок. Окей, еще заявлял и даже показывал, что перелазание можно будет отменить, если ты нажмешь на кнопку «назад», но по всей видимости это не работает. Тактический спринт. Надежды было у меня много на него, и отчасти не оправдались, но не полностью. В целом механика окей, но проблема в том, что пока ты активируешь этот спринт, ты успеешь уже и до точки добежать. То есть в большинстве случаев он бесполезен. А еще максимальный поворот, который ты можешь сделать, это 5 градусов, что чертовски мало. При каждом повороте твой персонаж будет терять тактический спринт, отчего полоску активации тебе снова придется заполнять. Ну, хоть не с нуля, и на том спасибо. Виланскис вообще говорит, что эта механика нужна лишь на больших картах, но в игре ведь и так искореняется проблема больших карт за счет их реворков, и в ближайшем будущем она действительно будет бесполезной. Поменять хотя бы максимальный угол поворота на 10 градусов, и механика уже станет лучше. Но визуально она выглядит очень круто на самом деле. Ну и повороты на 180 градусов теперь тоже понерфлены, но не так сильно, как многие об этом говорили. Я все еще могу спокойно бегать со стороны в сторону и хилять своего тиммейта как раньше, только с небольшим замедлением. Зачем-то еще понерфили положение лежа. По предварительной инфе от Тигрули, при повороте мыши на более чем 90 градусов, поворот твоего персонажа замедляется очень сильно, и мне эта фишка совсем не понравилась. Во-первых, потому что я ее не понял, ибо у меня будто бы это замедление активировалось при перезарядке РПГ и оружия, а не при резком повороте. А во-вторых, зачем? Хз, такое нововведение никто не просил, и оно бесполезно по большей части. Если хотите со мной поспорить, бегите в комментарии. Но что самое главное, и что больше всего мне понравилось, так это оружие в воде. Раньше, если ты заходил в воду по пояс или более, то твой персонаж сразу же складывал оружие, и ты не мог стрелять. И эту проблему исправили. Теперь ты можешь находиться в воде с оружием аж по шею, наверное, и при этом иметь возможность пострелять. Видел я одно предложение от игроков, типа сделать возможность персонажу стрелять только из пистолета в воде и нырять, но теперь это и не нужно, ведь какой смысл? В игре нет толка плавать в речках, разве что по-бырому перебежать с одного берега на другой. А если твою лодку подорвали и ты остался в воде, то легче уже будет сдохнуть в игре, чем плыть на берег. По итогу, мувмент в разы освежили. По картам бегать стало в разы приятнее, особенно паркурить. Это лютый кайф. Классы. Возможно, вы не знали, но в текущем батлбите классы имеют свои способности и уникальные характеристики, если это можно так назвать. Штурмовик, например, прицеливается на примерно 20% быстрее, чем другие классы, а саппорт может моментально ставить сооружение. Но их проблема заключается в том, что нигде в игре не написано, что классы на самом деле дают разные прикольные штучки игроку. Но в обновлении это исправили, так что теперь вы можете на самом деле посмотреть, какие плюшки дает вам каждый класс в игре. Штурмовик перезаряжается, прицеливается и входит в тактический спринт быстрее, чем другие классы. Медик быстрее накладывает бинты, передвигает трупы игроков легче и возрождает игроков с большим количеством хп. У инженера гаджеты противников, то есть мины, клейморки и возможно C4, подсвечиваются через стены. Как это выглядит, я без понятия, у меня нет футажей. Индикаторы о том, что возле игрока находится взрывчатое вещество, появляются на более дальних дистанциях. И вход в транспорт или пересадка на другое место в транспорте происходит быстрее. Саппорт ставит сооружение моментально, строит и разрушает сооружение быстрее и имеет увеличенное количество хп. Да, у классов теперь разное количество хп, об этом поговорим чуть-чуть попозже. У снайпера маркеры врагов длятся большее количество времени, он переключается между ганами быстрее, а также дает обводку противника, если ты на него каким-то образом посмотришь. В футаже, как работает последняя фишка, у меня тоже нет. Все бы ничего. Классно, что теперь эта информация находится на видном месте, ее можно прочитать. Но почему убрали точную детальную инфу о том, насколько быстрее штурмовик прицеливается, а инженер пересаживается и входит в транспорт? Ну типа, камон, если вы хотите информировать игрока как-либо, давайте ему уже полную информацию, а не вот это вот все. Также изменили механику гаджетов у медика и у саппорта. Медик раньше мог скидывать свой ящик с хилкой на кнопку X, и от него можно было доставать бинты и хилиться. Сейчас же дроп ящика происходит через ЛКМ, что удобно. И после приземления ящика на пол у него появляется свой радиус действия, в котором игроки могут хилиться.
Правда, игрокам не нравится, что чтобы полностью захилиться, нужно ждать секунд 15. Это очень странная претензия, ведь в игре есть бинты, да и медик может тебя хилить. Но у саппорта произошел нерф, сказал бы я, если бы не проверил инфу. В общем, ящики с припасами теперь работают так же, как и ящик у медика. То есть ты тоже его сбрасываешь, тоже появляется радиус, и в этом радиусе у тебя пополняются патроны. Правда, в Discord сервере люди писали, что кроме патронов у тебя больше ничего не пополняется, но это оказался миф. Отчасти. Маленький ящик с припасами пополняет только патроны на вторичном и основном оружии. Большой ящик же пополняет все, включая РПГ, гранаты и гаджеты. Так что тут я должен был обсирать эту механику, но по факту она вышла крутой, что у медика, что у саппорта. Ну и теперь у каждого класса есть свой уникальный ранг. То есть, чем больше ты будешь играть на определенном классе, тем больше будет ранг этого класса. Сделано это для того, чтобы награждать игрока различной тематической косметикой. Например, было бы странно получить брелок шприца, играя за другие классы, кроме как за медика. Ну и соответствующие медальки за классы добавили. Бронзовые, серебряные и золотые. Скорее всего, для их получения как раз таки нужно достичь определенного ранга за какой-либо класс, но я не уверен. Да и медальки не только за мастерство классов дают, а, например, еще и за захват точек. Говоря уже о медальках, также добавили нашивки, ленты, называйте как хотите. Их качеств тоже 3, тоже бронзовые, серебряные и золотые. Однако эти нашивки делятся на два типа, life-based и round-based. Разница между ними заключается в том, что одни ленты ты можешь получить бесконечное количество раз, а другие лишь один раз. И они будут сложнее в выполнении, но за них ты сможешь получить прикольные скины, например, косметику на персонажей. Их, кстати, тоже обновили. Оружие, стрельба и ТТК, скины. Стрельба изменилась полностью, но я бы не сказал, что это совсем таки плюс. Местами стрелять было максимально кайфово, а местами отвратительно. Проблема новой стрельбы заключается в огромной визуальной отдаче. Она действительно слишком большая, ее стоило бы уменьшить. Да, ты к ней все равно привыкаешь в конце-то концов, но это не нормально, что моя камера трясется так, будто бы персонаж бухой, не вправе оружие в руках удержать. Дым с оружия, с другой же стороны, исправили. Кто забыл, в тизере был просто огромный пласт дыма, исходящий от оружия, и очевидно игрокам такое не зашло. Сейчас же дым максимально минимизировали, отчего ты его даже не замечаешь, что очень круто. Но не круто были реализованы трассера. Чуваки, лучше бы, наверное, трассеров в игре вообще не было, чем были такие. Во-первых, пули противников теперь красные, чтобы ты по трассерам понимал, что это стреляет противник. Но в том-то и прикол, что эта шняга тебе ни о чем не говорит, а только отвлекает. Я 2 часа не мог понять, почему некоторые пули красные, а некоторые обычные, желтые, но по итогу все-таки допер. Но это еще и не самое главное, ведь они чересчур яркие и длинные, отчего все перестрелки и дальние файты выглядят как Звездные войны, не иначе. Ну и вишенка на торте – трассера в глушителях. Да, теперь твои пульки даже при использовании глушителя отображаются. Вау, что за гений это вообще придумал? Половину функционала глушителя этим нововведением вырезали. А вот увеличенные модели оружия на экране меня просто поражают. Они такие классные, теперь я ими могу удовольствоваться еще больше, иметь чувство, будто я реально оружие в руках держу, а не игрушечные пушки. Жаль, что полноценный осмотр ганов все еще не добавили. Мне бы очень хотелось полностью осмотреть свое оружие в игре, а не вот это, что бы это ни было. Атачменты при этом мне понравились. Были исправлены их размеры до нормальных, адекватных, а не как раньше, где каждый обвес имел свой несоответствующий размер каждому гану. Но почему-то лазеры все еще маленькие, фонарь даже больше их, и я не думаю, что так и должно быть. Насчет новых характеристик обвесом, то они мне, если честно, очень даже понравились. Вот не знаю, каждый обвес на плейтесте делал оружие другим, представляете? Это то, что в текущем батлбите я не ощущал и не ощущаю. Все обвесы будто бы одинаковые и на оружие почти не влияют. Из-за этого делать какие-то сборки и обсуждать их мне не интересно. На плейтесте все было наоборот. Поменял атачмент, оружие уже ощущается по-другому, не так как обычно. Поставил другой обвес, опа, оружие уже по-другому реагирует. Такое мне дико зашло, ибо это дает мне гибкость к настройке определенного гана под мое личное усмотрение. Сетку прицелов отныне тоже можно кастомизировать. Как я понял, на каждом прицеле есть своя уникальная сетка, то есть на одном прицеле будут одни узоры, а на другом другие. Узоры в целом выглядят очень круто, и мне все они понравились. А еще можно их цвет менять, что тоже очень круто. Ну и брелки добавили, куда же без них. Они весьма забавные, физика у них тоже прикольная, но, к сожалению, они еле как видны. Когда наводишься на брелок, там пишет его способ получения, что удобно. А вот скины... Помнится, что Оки в свое время тщательно работал над новой системой скинов, где у тебя было сотни вариантов камуфляжей, разные стили, а также главный и второстепенный цвет самого оружия.
На мое удивление, эту всю систему они вырезали, и вместо этого добавили обычные стандартные скины, которые ты можешь просто менять. Я вообще подумал, что может быть это просто на плейтесте так, и что старую систему все-таки в обнове вернут. Оказывается, нет. Это было осознанное решение разработчиков, ибо старая система была, по их словам, скучной и повторяющейся. Да, я согласен с тем, что она не идеальна. Достаточно было бы добавить разные паттерны камуфляжей и дать игроку возможность самому выбирать цвет главного или второстепенного цвета оружия. И вдобавок к этому оставить возможность смены стиля. То есть, чтобы ты мог сделать оружие однотонным, с камуфляжем и непосредственно обычные скины, которые мы увидели на плейтесте. Все, такой системой я был бы больше чем доволен, но разработчики выбрали вместо уникальности и неповторимости каждого скина иметь, к примеру, 100, но одинаковых. Да. Я не говорю, что они некрасивые, они прикольные, но я очень скучаю по старой системе. Зачем ее было добавлять и разрабатывать, чтобы по итогу вырезать? Модельки оружия теперь можно менять в отдельной вкладке, и туда добавили немало новых моделей. Это всякие ленты, веревки на них, разные приклады и тому прочее. Кстати, названия у всех оружий полностью поменялись на выдуманные, вместо реальных. Сделано это было для того, чтобы избежать авторских прав за их названия. Разработчики, если что, никаких проблем с реальными названиями пушек не имели, но они этого все равно опасаются, так что решили сменить их название вот так сразу, чтобы комьюнити привыкло к тому, что реальных названий больше не будет в Battlebit. Если я не ошибаюсь, все названия атачментов тоже изменились, так что смиритесь. В официальном дискорд-сервере игры есть отдельная ветка с обсуждением о новых названиях оружия, так что если у вас есть свои идеи для переименования, пишите туда. И, возможно, разработчики рассмотрят ваши варианты и добавят в игру, ибо, если честно, текущие игровые названия просто отвратительные. Там какой-то чел еще сделал прикольное предложение: оставить все названия как есть, но сделать отдельный текстовый документ в файлах игры со всеми названиями пушек, чтобы игрок сам мог открыть этот документ и переименовать оружие под свои нужды. В теории это бы исправило споры о названиях, и за нарушением авторских прав такое не считалось, но кто его знает. Ну и баланс самого оружия оставляет желать лучшего. Ощущение, будто бы они его в ноль срезали, сделали как бы начальную точку баланса, чтобы его без проблем корректировать в будущем, и узнать фидбэк игроков о тех или иных вещах. К примеру, скорость полета пули у всех пушек снизилась на 10%, и это ужасно. Я подумал, что это я такой странненький, не понимаю, как стрелять в обнове. Нет, это просто пули слишком медленно летели, отчего мне было очень непривычно отводить прицел от противников еще дальше, чем обычно, чтобы начать попадать по ним. А помните, как я еще максимально топил за ТТК, говоря, что его повысить не так сильно? Я ошибался. ТТК очень заметно вырос, вот прям очень. Вблизи враги впитывают в себя пули как губки, это совсем неприятно. Ожидалось, что ТТК будет в районе 400 миллисекунд, вместо 300-350, которые были в Battlebit. А получили мы ТТК в районе 550 миллисекунд, и на ваших экранах сортировка с минимального по максимальный тайм-то-килл в текущем билде и в плейтесте. По цифрам вы и сами можете сделать вывод, что разрабы просто убили время на убийство. Снайперки, кстати, рубят в голову с одного выстрела, то есть они в этом плане никак не изменились, что только к лучшему. Насчет саппортов при этом я не уверен. Кто забыл, им подняли здоровье аж до 125 единиц, а снайперу наоборот понизили до 90. Разница существенная, но особых различий между убийством саппорта и какого-нибудь инженера я не заметил. Ну и множитель урона в голову почти у всех оружий, кроме снайпера, к обновлению составляет аж целое 1,1х. Думайте. У снайперок множитель 2. В остальном же новая анимация покачивания оружия, новые модели, новые звуки, эффекты и само ощущение оружия в руках игрока отличное. Я от него просто обалдею и сомневаюсь, что с этим кто-то будет спорить. Опять же таки, тема баланса меня не особо задела, как других личностей, потому что разработчики по-любому это все 1000 раз поменяют, и не без фидбэка от игроков, разумеется. Ощущение, будто бы они просто экспериментируют с игроками насчет разных вещей в балансе, потому что у них есть такая возможность. Плейтесты — это тестирование, и идеальный момент для разработчиков опробовать что-то новое, посмотреть, что комьюнити заходит больше и меньше всего. РПГ и гранаты. Я ожидал чего-то крутого, но по итогу получил кал. Не, эти гаджеты до сих пор играбельны, но разработчики в них сок убили, а точнее в РПГ. Если раньше у него была крутая сбалансированная баллистика, то теперь баллистику в щент убрали. Вот на этом клипе прекрасно видно, как я навелся чуть повыше от врагов, чтобы снаряд упал ровно на них. А по итогу он просто по прямой полетел, и так я никого и не убил. Но что еще обиднее, это дым, который идет от снаряда. Он чересчур непрозрачный, отчего я даже не вижу, куда стрельнул. Мне приходится отходить на пару шажков в сторону, либо же ждать падения снаряда. Это ужасно, и весь кайф от РПГ такими изменениями просто убили.
Кстати, никакие другие РПГ, кроме противотранспортных, я не брал, так что и фидбэк дать не могу. Но по рассказам, разработчики все-таки пофиксили РПГшки. Так что противопехотные будут действительно рубать пехоту, а противотранспортные, собственно, транспорт. Насчет гранат, то я думал, их как-то изменят в плане физики, из-за того, что ранее она была топорной. Но по итогу они сделали еще топорнее, как мне кажется, ибо падать они стали будто бы медленнее, отчего они всегда даже до земли долетают, да. А про количество ракет и в целом гаджетов поговорим в следующей теме. Механики. Во-первых, убрали блидинг, о чем я вам неоднократно рассказывал. Без постоянного кровотечения геймплей ощущается намного динамичнее и менее скучней, так что я тут свое мнение не поменял. Классно, что убрали эту надоедливую механику. Но перетаскивание трупов стало, как по мне, хуже, но это чисто вкусовщина и не более. В текущем билде игры мне нравится, что я могу перетаскивать типов с легкостью и швырять их на далекие земли, как мешок с говном. В плейтесте же такого не было. Рэгдоллы ощущаются действительно тяжелыми и более реалистичными, я бы сказал. То есть тут разница фановости и в реализме, но я все-таки больше к первому, поэтому такое изменение мне не очень понравилось. Но вот заборы... Помните, я вам говорил, что по этому скриншоту кажется, будто бы заборы можно киркой ломать. Так вот, отчасти я был прав. Заборы, и не только заборы, простреливаются и отваливаются на отдельные кусочки. Это просто геймчейнджер, который весьма и весьма неплохо меняет геймплей, а главное погружает в игру еще сильнее. Лянь! Механика брони была также убрана. Я думал, уберется сама броня, а характеристики от нее останутся. Так нет, ее сделали полностью косметической, вместе с рюкзаками. А это значит, что разнообразность игры тоже ухудшилась, причем в разы. Если раньше ты мог собрать себе максимально тяжелого инженера с целыми 6 снарядами от РПГ и кучей магазинов на стволе, так и сделать себе инженера-бегуна, который бы игрался как штурмовик, но имел бы меньше снарядов и магазинов, то сейчас вот тебе инженер с 3 снарядами от РПГ и несколькими магазинами, наслаждайся. И ладно, если бы они забалансили все классы равномерно, и у штурмовика там было, к примеру, больше гранат, а у инженера больше сижек. Но нет, в этом плане все классы идентичны, и это полный бред. Я совсем не фанат узконаправленности в играх, типа я люблю свободу действий и свободу выбора, а тут взяли и урезали целую механику, которую можно было модифицировать под свой стиль игры. В общем, совсем не кайф. Броня и рюкзаки могли бы просто добавлять дополнительные снаряды, магазины и гранаты, и при этом уменьшать или увеличивать передвижение игрока в зависимости от степени его загруженности, но, увы. А судя по тому, что говорит Веласкес, они это изменение не вернут. Веласкес очень настойчив со своим видением игры, а причиной такого изменения стало то, что игроки якобы не понимают, как работает эта механика, да и к тому же следует метить, что, по его словам, очень плохо. Они еще хотят иметь неизменное значение скорости, потому что если скорость будет разной, то это сломает баланс карт. И какой-то там скилловый игрок сможет добежать до важной точки быстрее, чем это успеет сделать другая команда, за счет чего будет преимущество. Вот только Веласкес не учитывает то, что при грамотном пересмотре этой механики игроки будут знать, что легкая броня дает больше скорости, чем тяжелая, но при этом отнимает у тебя те же магазины и гаджеты, что логично и вполне сбалансировано. Мета в броне — это бред, потому что я, например, частенько играю за большим рюкзаком за инженера, чтобы иметь больше ракет в РПГ, но при этом скорость моего персонажа падает в разы. А в якобы мете сейчас находится легкая броня, которая повышает твою скорость. Но причина этой меты заключается в имбовости ППшек и в тупой имплементации брони, а не из-за того, что ты просто быстрый. Так что аргументы Веласкеса по факту странные, однако вряд ли мы сможем что-то доказать и изменить. Зато есть и плюсы. Базовое и, собственно, максимальное количество снарядов на РПГ это целых 3 штуки. То есть, катаясь на технике, будет намного меньше напряжения от инженеров с РПГшками и штурмовиков с сишками. Потому что, как я и говорил, у всех классов по 2 сишки, что делает молот и кирку за штурмовика более имбовым гаджетом, а другим классам заставляет задуматься над выбором своего снаряжения. Ведь 2 сишки, ну, будто бы такой себе выбор. Короче, техника в игре стала более опасной из-за этого изменения, что определенно плюс. Ведь в текущей игре какой-нибудь танк представляет собой наживку для инженера, чем угрозу. Классно, что теперь добавили визуальное заполнение плоски с боевыми очками. Ведь ранее эти очки тоже существовали, но они вяло отображались. Не информировали игрока о том, что они вообще делают и за что отвечают. В плейтесте же эта инфа написана почти везде. Так, за убийство игрока ты получаешь 5 очков, за тиммейта, который дислоцируется на тебе, 2 очка, а за собственную дислокацию на тиммейтах аж минус 10 очков.
За строительство сооружений теряешь 5 очков, а за смерть вроде как ничего не теряешь. И, вероятно, за какие-то еще действия ты получаешь и теряешь очки. В случае полной потери всех очков, ты не сможешь строить сооружения и спавниться на тиммейтах, только лишь на захваченных точках или же на спавне. В целом, механика очков мне нравится, и особенно нравится то, как теперь игра информирует игрока о том, за какие действия ты теряешь и получаешь очки, что они тебе дают и что забирают. Сооружения тоже стали другими. Хэска теперь 2,5 метра в высоту. Мешки с песком теперь стены с песком, ну и остальное по мелочи. Я не особо в подробности вдавался, потому что смотрел на другие аспекты игры. Например, на двери. Да, теперь в Battle Beat есть двери. Прикольно. Их можно открывать, выбивать и даже ломать, если ты стенку выбьешь. Короче, интерактивности стало больше в игре, а окон на транспорте так и не добавили. Какой ужас. Причем пулевые отверстия теперь и на стекле вертолетов отображаются. Правда, выглядят они уродливо, даже очень. Сам Оки показывал эту визуальную фичу достаточно давно, и там цвета у этих отверстий были намного лучше. ПНВ тоже успели поменять, разумеется. Теперь это цифровой ПНВ, от которого глаза режет меньше, чем от обычного, старого. Банально цвета подправили, изменили эффект и винетку убрали. В целом ничего большего. Несмотря на полный игнор разработчиков техники в обновлении, все-таки они что-то в них изменили. По крайней мере, был и шанс встретить технику в игре, которая валяется головой вниз. Я изначально подумал, что это некая новая фишка на транспортах, но по всей видимости это просто баги, не более. Карты. Опять же таки, мне про карты сказать нечего, ведь играли мы всего на 3 из там 20 примерно, и всего лишь 4 часа с жесткими лагами. А так, у нас была переработанная карта Валии, новая карта Меза и слегка доработанный Кодиак. Как я и говорил, оценить баланс и всю структуру карт в целом мне не особо удалось, все внимание падало на другие вещи. Но могу с уверенностью сказать, что карты изменились только в лучшую сторону. Геймплейно я не учу сраки боль, даже наоборот. На том же переработанном Валии геймплей ощущался достаточно бодро. Объекты расставлены умно, и перебегая с позиции на позицию, я не чувствовал все внимание противников на себе. Наоборот, будто бы все сделано в меру и вполне сбалансировано. Особенно мне понравился новый ландшафт. Он сделан так, что ты можешь прятаться за каким-нибудь бугорком, где противники тебя не увидят, чего ранее в Battle Beat или вовсе не было, или же было, но очень редко. А визуально, ну, слова излишни. Карты стали мега красивыми, разнообразными, я бы даже сказал. Отныне каждая карта ощущается уникально, одна не похожа на другую. Играя на том же Кодиаке, карте, которая получила небольшие геймплейные, соответственно, визуальные изменения, я просто потерялся. Я не знал, куда идти и смотреть. Не потому, что карта стала хуже, а потому, что она ощущается совсем по-другому. Я не чувствовал, что играю на том Кодиаке, который мы все знаем и не все любим. Ночные карты — это вообще другая история. Они шикарные. Ведь теперь ночь, может быть сумерками, может быть ночью, но с яркой луной, где тебе не понадобится ПНВ, а может быть вообще тьмой лютой, где ты без ПНВ ничего не увидишь. Веласкес поменял освещение. Лично. Можно ночное? О, да-да-да, вот такое вот. В общем, ночные карты получили огромный апгрейд, особенно с новым освещением. Игра дышит свежестью и новизной, да и немалой атмосферностью тоже. Ночные карты хоть и были моими любимыми и раньше, но сейчас это тупо One Love. Вы только посмотрите на Кодиак под ночным северным сиянием со снегом. Господи, это же просто разнос. Чуваки, ну это вообще другой уровень. Это вообще другой уровень. Интерфейс. Изначально он мне не понравился, но потом я привык и очень даже полюбил его. В целом, весь интерфейс в игре поменялся полностью и стал он очевидно красивее. Связано это с тем, что раньше в команде разработчиков не было отдельного человека, отвечающего за UI и UX дизайн в игре. Но уже как год назад такого человека наняли, и имя ему Захиб. Да, вам стоит привыкнуть к тому, что разработчиков в команде давно не 3, и я еще сделаю видос на эту тему, так что подписывайтесь. Мне нравится, что все элементы интерфейса стали квадратными, а не полукруглыми, как нам показывали ранее. Вы сравните старый интерфейс снаряжения с новым. Это земля и небо, буквально. И теперь характеристика оружия отображается в двух видах, минимизированном и в полном. Что как идея звучит просто супер, ибо та характеристика, что была раньше, мне вообще не зашла. Но проблема теперь в другом. Минимизированная стата не дает тебе никакой инфы о том, что меняет тот или иной атачмент. Я бы сделал так, что при выборе какого-либо обвеса минимизированные характеристики писало только то, что именно меняет тот или иной атачмент.
то есть плюсы и минусы. Ведь зачем показывать те параметры, которые никак не поменяются? Правда, видно, что интерфейс очень вдохновлен BF и Call of Duty, особенно звуки и музыка с говорящим типом по радиосвязи на заднем фоне. Не сказал бы, что интерфейс от этого хуже становится, но просто, не знаю, могли бы самостоятельно что-то придумать. Интерфейс дислокации и сама мини-карта без надоедливой сетки выглядит очень свежо, за это лайк. А вот за отсутствие полосы, которая направлена от игрока до конца мини-карты, дизлайк. Потому что теперь очень тяжело понять, где ты находишься на минимапе. Да, и будто бы размытие под иконками игроков на мини-карте имеет слишком большой радиус, я бы сделал его поменьше. Техника на дислокации, кстати, теперь оформлена как BF6, чего я ранее очень хотел, и в целом рад, что такое добавили. Ну и определенное оружие ты тоже можешь поменять через дислокацию. А еще внедрили систему пресетов, то есть за каждый класс у тебя будет доступно 3 пресета оружия, в котором ты можешь выбрать нужные тебе пушки, чтобы каждый раз не выбирать их снова и снова. Добавили и подсказки на технике. При их нажатии водитель самого транспорта получит некий индикатор о том, что ты хочешь сесть в транспорт или починить его. И эта фишка действительно крутая, ее очень не хватало ранее. Но порой эти подсказки от лица пехоты мешают, так что следовало бы сделать возможность их отключения в настройках игры. Индикаторы техники тоже поменялись. Теперь это просто ярко-красная светящаяся точка. Поначалу было непривычно, а потом все равно привыкаешь, но она все равно местами сливается с фоном будто бы. И еще мини-отображение самой техники добавили, когда ты находишься в ней. В этом мини-экране отображен экипаж, который распределен по местам. Желтый цвет – это место, за которым сидишь ты. Синий цвет – это место в транспорте, которое занял твой тиммейт. Ну и светится башня, когда транспорт атакует. Сделали прикольно, однако игроки жалуются, что инфы с никнеймами игроков тупо нет, и просят вернуть старый интерфейс из-за этого. Мое решение заключается в добавлении отдельного слоя поверх существующего слоя с изображением техники. И по нажатию или зажатию кнопки у тебя появится второй слой с никнеймами и классами твоего экипажа. А вот обводочка на союзных гаджетах и союзной технике мне понравилась, это годно. А вот что мне не понравилось, так это загрузочный экран. Его могли бы сделать более информативным, так как я делал на своем концепте, где сзади бы менялась картинка карты, справа было бы написано погодные условия, а посередке мини-карта с челленджами справа и с информацией о сервере слева. Таким образом, ждать загрузку матча стало бы намного интереснее, а самое главное информативнее, ведь в обновлении загрузка матча достаточно долгая. Ну и куда же без интерфейса главного меню. Несмотря на то, что разработчики говорили, что его менять не будут, они все-таки его поменяли. У нас, кстати, не были доступны полигоны и быстрая игра. Это так, для понимания. О, кстати, менюшка двигается. Прикол, я не видел. Вот почему на задний фон нету видео? Я хочу видео на задний фон. Ой. Connections. Weekly challenge. Это язык, как я понимаю, да? Украинская. Yes. Без Б. Смотри, солдер, да, значит, солдат. Выглядит вот так вот. Мне нравится, что здесь все квадратное. Что оно не округлое. Это вообще кайф. Вот так бы всегда не делали, было бы вообще круто. Геймплей. Вот у тебя настройки. В принципе, как нам и показывали, тут ничего не изменилось. Справа появились подсказки, что именно какая функция делает. То есть тут реально ничего не поменялось. И байнды тоже, те же остались. Аудио. Видео. Ну и аккаунт тут, стример мод можно включить, не знаю. Я его не включал, мне было насрать. Еще интерфейс кланов чуток поменяли. Он стал выглядеть куда приятнее, из-за чего мне снова придется переделать концепт реворка кланов к одному из моих будущих видосов. Но баг с опытом, походу, никак не фиксили, что достаточно странно. Я же, кстати, обещал сделать Discord сервер и впустить вас в свой клан, вы солдата. Так что тут самое время самопиара. Заходите по ссылке в описании в мой официальный Discord сервер. Сразу говорю, он недоделан, и я по пути буду его дорабатывать. Но вроде как и снова готово, так что всех жду. Инструкция по вступлению в клан будет там же.
Заставка конца боя, соответственно, тоже изменилась, как я ранее в видосах и упоминал. Правда, вещь, которую они все-таки изменили по сравнению со старым концептом, это музыка. Сами послушайте и сравните, что вам больше по душе. Интерфейс непосредственно в катке стал просто приятней, больше тут добавить и нечего, кроме анимации появления урона. Что это за ужас? Почему оно всплывает так пружинно? Такого быть не должно, это меня жутко отвлекает от игры. Лучше бы оставили как и было, эффект резкого появления и задухания. Ну или же на крайняк амплитуду саму анимацию убавить в разы, и будет кайф. Ну и иконки игроков очень жутко лагали, но скорее всего это было связано с memory ликом. Чуть не забыл про экран смерти. Его тоже обновили. В нем детально расписано, кто тебя убил, с какого расстояния, с какого оружия и даже камуфляжа. Брелок, который использовал твой убийца, класс, за который он играл, его ранг, ник и здоровье. Помимо этого, ты также можешь посмотреть всех ближайших медиков и игроков, их расстояние к тебе и их классы. Ну и позвать медика для того, чтобы он тебя резнул. В целом, этот экран стал просто свежее. Особенно кайфово смотрится затухание в серый цвет и появление тумана при приближении игрока к смерти. Да и зажимать пробел тебе придется дольше, из-за того, что время на твою окончательную смерть увеличилось. В остальном же UI нормальный, его изменили везде, даже в главном меню и настройках. В общем и целом у меня особо к нему претензий нет. Очень понравилось, что добавили камеру игрока справа сверху при высадке. Визуал. Начну с самого главного. Они добавили птиц. Птицы? Подождите, что, это реально птицы? О да, птицы в Батлбите. Что может быть лучше этого? Что самое забавное, почти год назад я общался с Филаскисом на тему животных в Батлбите, что они бы действительно добавили погружение в игру, если бы существовали. Но птиц добавить достаточно легко, особенно если они просто летают и никак с миром не взаимодействуют. Так что теперь ждем петухов ББР. Но сама графика в Батлбите, очевидно, улучшилась, тут смысла даже спорить нет. Новые лучи и тени, новое освещение, улучшенная дальность прорисовки, смена погодных условий и смена дня и ночи. Это все ой как дополняет всю картинку. Особенно модели и текстуры. Они очень жестко изменились, и теперь игра выглядит намного целостнее, чем это было раньше. Вырисовывается общий визуальный стиль у бутылочки, которого лично мне не хватало. Анимации персонажей стали куда более реалистичными в хорошем плане. Игроки будто живые, действительно ходят, бегают, стреляют, а не как раньше, где все анимации были топорными и однотипными даже. А теперь они стоят в таких прикольных позах, будто реально на войну попал, а не в Airsoft. Глянь на его позвоночник. What the fuck? Глянь, как он стоит пафосно, глянь. Просто его стойку. Глянь на его рожу. Да ты шо, песня. Пулевые отверстия, кстати, тоже добавили, несмотря на то, что разработчики раньше были против них, что неудивительно, ведь, во-первых, они не вписываются в визуальный стиль, а во-вторых, они висят в воздухе, особенно если попадешь на какой-то движущийся объект по типу ветряной мельницы. В общем, лучше бы их вообще не было, чем были такие, и я очень сомневаюсь, что проблему с декалями пули разработчики вообще решат. Хз зачем, хз почему, но разрабы решили, что добавление в игру резкости, выкрученной на максимум без возможности ее отключения, это отличное решение. Спешу удивить, но нет, не отличное. Зайдя в игру, я прям почувствовал этот вайб шестой батлы, где у тебя вся картинка резкая, и ты такой «Уа!».
Ранее разрабы говорили, что они сделают графику как бы одинаковой для всех, чтобы все играли на равных условиях, но, камон, оставить игроков без возможности отключения специальных эффектов по типу резкости, хроматической аберрации и смены режимов сглаживания — это уже издевательство, а не попытка приравнять всех игроков под одну графику. Вот как понижение резкости в игре может дать преимущество над соперником? В том-то и прикол, что никак, так что решение действительно очень странное. Overall, картинка Battle Beat стала менее контрастной, и мне это совсем не зашло. Почти при любом погодном условии у тебя экран тупо серый, цвета еле-еле как друг от друга отличаются, и не один я это заметил причем. Вилацкий сказал, что уже меняет освещение и настраивает тени так, чтобы картинка не выглядела серой, так что возможно это уже исправят в следующем плейтесте. Но нет, все-таки не исправят. Я спросил у Вилацкиса насчет контрастности в игре, и он сказал, что низкая контрастность стоит только лишь на окружении, то есть на всей карте. И сделано это было для того, чтобы можно было отличать игроков от объектов окружения. Но он также добавил, что в настройках игры контрастность можно настраивать, что правда, но прикол в том, что эта настройка не работает. А ну, если на 0 выкручу? А что-то вообще поменялось или нет? Новые взрывы и эффекты выглядят ой как классно, ой как душу греют. Ранее они были более стилистическими, но по всей видимости разрабы их в последний момент поменяли на более реалистичные и живые. И я бы не сказал, что мне такое не нравится. А скриншейк вообще классный. Я очень давно хотел, чтобы камера тряслась от попадания снаряда по моему персонажу. Да и в целом тряска экрана стала куда приятнее для глаз. Вот прыжки тоже более спокойными стали, гораздо лучше, чем раньше было. С частицами, с другой же стороны, переборщили. Их слишком много, они очень плотные, и местами у тебя картинка в кашу превращается из-за этого. Вот вам наглядный пример. Я стреляю в деревяшку, а от нее частиц хоть жопой жуй, но слишком много. Партиклы самих карт еще добавили, ну типа всякие газеты, бумажки, листочки. И проблема не в том, что это все добавили, а в том, что эти частицы видны ну чуть ли не с конца карты. Че это за бред? Банально, сделайте радиус их видимости намного меньше, отчего и картинка станет приятнее, и FPS чуток повысится. Ну и размытие экрана было ужасным. Во-первых, ты не можешь его отключить полностью. Не, ну в теории ты можешь просто ползунок в 0 потянуть, но он тебя избавит лишь от размытия непосредственно всего экрана, а размытие на оружие все равно останется. Так и с самим размытием переборщили. Вот вам наглядные примеры. С эффектами воды, кстати, обосрались жиденько. Поняли, да? В общем, вода изменилась, добавилась прикольная пенка, и это то, что я просил у разработчиков какое-то время. Но при этом они убрали абсолютно все эффекты воды, это отвратительно. То есть, по факту они добавили миллион частиц на другие визуальные эффекты, а на визуал воды вообще забили, урезав ей какие-либо эффекты. Ни выстрелы, ни взрывы, ни ходьба персонажей не дает никакого ощущения воды. Ты будто бы в картоне плаваешь. Камон, уж верните то, что было, зачем удалять то, что работает. Эффекты дождя и снега при этом выглядят очень красиво. Частицы снега вообще имеют некую физику, отчего при попадании на пол они там и остаются некоторое время. И это очень клевый импрувмент по сравнению со старым билдом, где снег тупо под землю уходил. Звуки. Звуки в обновлении шикарны, и в основном ради них я и ждал это обновление. 90% звуков в игре было переработано, и вся игра в целом звучит совсем по-другому. Теперь взрывы и выстрелы отчетливо слышно издалека, и даже примерное местоположение их источника, что очень круто и добавляет иммерсивности. Жаль лишь то, что они чрезмерно повторяющиеся, отчего быстро надоедают. Звуки выстрелов вы можете послушать на канале Бигботсты, ссылка будет в описании, кому интересно. Излагая все вкратце, звуки стали очень похожими друг на друга. Металлический звук на пушках просто исчез, отчего достаточно сложно ганы друг от друга отличать, но скорее всего это дело привычки.
Взрывы в тот же момент просто бомбические, я даже не преувеличиваю. Вот сами послушайте и оцените. Согласен, тут очень много элементов, как бы, будто скопировали из бэта. Техника. Но урона, кстати, столько же наносит. Ну, согласен, реально. Блин. Вау. Дымок идет, поняли? О боже, что происходит? Вау. В игре, а то... Техника, как взрывается? Чекаем. Что еще стоит этот ракет? Бля, него просто не стало. Они причем почему-то чересчур громкие, то есть все звуки как звуки с нормальной громкостью, а взрывы будто бы намеренно сделали настолько громкими, насколько это вообще возможно было, чтобы ты подумал, что снаряд танка возле тебя взорвался, а не в игре. Не то чтобы я против такой фишки, это очень даже круто, я бы сказал, но уверен, что многим не зашло. Звуки убийства отвратные. Они их зачем-то поменяли, и мало того, что они мега тихие, так еще и звучат противоположно к слову сочность. Хз, было бы намного лучше, если бы вернули старые звуки убийства. Ну, кстати, это баланс. Глянь, в игре посмотрим. Звуки окружения тоже были добавлены. Гудение ламп, пение птиц, ветер на фоне, шум труб и заборов отлично дополняют всю картину и добавляют 1 200 000 к атмосферности. Блин, карту открывать на М. Господи, это менять кейбайнды. Блин, ну карта очень классно выглядит. Именно... Посмотрел. Оказывается, не особо что-то. Игра раньше просто-напросто звучала никак, и из-за этого я неохотно хочу заходить в текущий BattleBeat. Ну и одно из самых офигенных нововведений — это голоса персонажей. Как же мне не нравится, боже, озвучка сделана на высшем уровне, и появляется она при разных взаимодействиях игрока с миром. Ну, например, при перезарядке, при хиле, при респауне тиммейтов и прочее. Это меня жутко погружает в игру. Хоть, конечно, голоса от фракции не меняются, все базарят на английском, но факт остается фактом. Это очень круто. Reloading now. Оу, крэп. Фраку. Типы стоят, не вдупляют. Не вдупляют, как меня поднять. Как в БФ-ке, да? Эффект. Будешь меня хилять? А, нет, это инженер, окей. Но все же в звуках есть и свои минусы, как же без них. Первое и самое очевидное, а где звуки шагов? Не, ну серьезно, за все кривые вялые 4 часа плейтеста я очень мало расслышал звуки шагов. Они очень тихие и очень классно смешиваются с окружающими звуками. Про звуки в зданиях я вообще молчу. Ты буквально все слышишь вокруг, но только не звуки в самом здании. И шаги, соответственно, тоже. Оки как раз таки и делал новую систему звука ради того, чтобы ты начал понимать, что происходит вокруг. Где бегают враги, тиммейты, где и откуда стреляют и тому прочее. По итогу мы получили сочные звуки, без понимания, что происходит вокруг тебя. Круто. Оружие прям очень большое стало. О, как понимаю, сооружение блоки пока что не выставить. Можно. Вот, я бы ставил. А что оно так, ну, типа, идет в эту стенку, в потолок, в пол. You're out of bandage. Что-то неинтуитивный какой-то интерфейс. И звуки не интуитивные. Я не понимаю, что тут происходит. Ну и очевидно, некоторые факапы со звуком тоже происходили. И не раз. О боже. Это сейчас такой кайф был. А, ну в принципе. О! Ну блин, ну звук вообще какой-то отстойный, когда взрываешь технику именно. Ладно.
Вот у меня звуки, будто тут кто-то стреляет. Ну там теперь стреляют, да, где-то? Баги и недочеты. Че, как обнова? Отвратительно. Забаньте его, пожалуйста. На самом деле багов было не так уж и много, если, конечно, закрыть глаза на Memory Leak. Из такого противного могу отметить баг с перелазанием, о котором я уже говорил. Чересчур маленькая кувалда в руках игрока, пулевое отверстие, лопасти вертолета, на которых не влияет туман почему-то. Тут пробелы забыли поставить. Подсказки мешали отображению количества хп на технике, когда ты пытался починить ее. Заставка конца боя тоже забагалась у меня как-то. Ну и техника. Она ощущается даже хуже, чем в текущем билде игры. Скорее всего из-за нового ландшафта на картах, но я не уверен. Транспорт никак не меняли, значит, по идее, баги должны быть такими же. Стоило мне сказать о багах. Смотри, как он плывет мне, вообще ужасно. А где твои руки? Где у тебя руки? Где твои руки? Что за бред? У меня твоих рук нету. А где его руки? Что это за Амогус? В основном же все по мелочи. Тут реально не было значительных багов, кроме утечки памяти, что очень хороший результат, как по мне. Драма и разделение комьюнити. Я бы никогда не подумал, что англоязычное комьюнити будет настолько шизанутым, чтобы публично высказывать тейки, на которых у них буквально ноль аргументации. Так, что же произошло? После конца плейтеста, зайдя в официальный дискорд сервера игры и на стрим Камикадзе, одного из ютуберов по батлбиту, я увидел такое поливание дерьмом разработчиков, которое я не видел никогда в своей жизни. Вы бы просто видели мое лицо, когда я смотрел на всю эту клоунаду, и даже участвовал в ней. В общем, типы массово начали срать все обновы разработчиков в частности за то, что в игре произошла утечка памяти и плохой баланс вместе с ТТК. Я сейчас без шуток, это их главные теги, почему обновление вышло ужасным. Понимаете весь сюр? Чувачки закрывают глаза на то, как игра была полностью переработана за 2 года ожиданий каких-либо патчей, и упрекают разработчиков в том, что они не смогли найти и устранить утечку памяти за все время разработки обновления. Ведь как так? Неужели у них нет 254 тестировщиков обновления? Они что, бедные? И тут сразу же прилетает весомый аргумент, что они бы могли нанять себе волонтеров-тестировщиков, которые бы и смогли найти проблему с Memory Leak'ом. Но тестировщики были отменены еще давно, поскольку на момент их сбора, по словам разработчиков, обновление было еще на стадии планирования, что вполне логично. Но почему их потом не наняли, когда все обновление было готово к тестированию, вопрос открытый. Хотя, с другой стороны, а смысл их нанимать, тратить время и силы на это, если можно банально свою комьюнити пустить и тем самым убив 3 зайцев одним выстрелом. Ведь комьюнити не придется ждать еще больше времени для игры в обнову, игроки смогут нагрузить обнову и обнаружить гораздо больше багов и недоработок, чем группа тестировщиков, да и разработчики получат весомый, а главное настоящий фидбэк о первых впечатлениях об обнове от игроков. Да и к тому же, разработчики изначально говорили, что этот плейтест технический, он нужен для того, чтобы протестировать обновление вдоль и поперек, и что в нем могут быть критические ошибки, с учетом того, что плейтест был лишь для тех, кто приобрел игру, то есть он не был полностью открытым. На что все эти подливеры отвечают, мол, первое впечатление очень важное, а разрабы его испортили. И это их вина, что игроки не прочитали сообщения от самих разработчиков, где говорится, чтобы комьюнити готовилась к критическим багам. И вот как с такими людьми можно нормально спорить? Разработчики тестировали обновление тщательно, как они и заявляли в прологе, и наверняка ведь через своих модераторов и сотрудников. И это видно, ведь багов было не так уж и много в обновлении, которое разрабатывалось 2 года подряд. Но из-за того, что людей мало, они не смогли протестить игру так, как она и была задумана, на целых 254 игрока. Если вы подумали, что достаточно было бы стреляющих в небо ботов добавить в игру, чтобы обнаружить утечку памяти, то вы ошибаетесь. Ведь сам Моки в комментах под моим видосом писал, что проблема была обнаружена лишь при активных, реальных людей. Во всю эту грязь вступил и вышеупомянутый Камикадзе, который буквально проспал 3 часа плейтеста, запустил стрим с опозданием, не выспался, играл с лагами и в заключение сказал, что все те, кто не поливает обновы разработчиков дерьмом, те просто декрайдеры, и посоветовал начать смотреть Battlefield 6 на его канале. Не, ну, в своем недавнем видосе он все-таки поубавил свой пыл и не так жестко хейтил обновы разработчиков, но сам факт, его тейки были очень смешными. Ведь хейтить разрабов инди-проекта, который состоит в раннем доступе, в основном только за баланс, который поменяют из-за лагана плейтеста, который нам предупреждали, это безумие, не иначе.
Но и продолжать вести бесконечные споры в этой некой драме мне не хочется. Я и так давненько сделал огромное сообщение в Дискорде, где все обговорил и объяснил для непонимающих, а эту тему в видосе было грех не упомянуть. Никому я обида не держу, да и ссориться не хочу. Просто угораю с того, насколько это все-таки отрицательно обоснованный хейт к разрабам и к обнове в целом. И вы не подумайте, есть очень много вещей, которые мне не понравились в плейтесте, которые я жутко хейчу. Плейтест не был идеальным, но все то, что я хотел получить от нового BattleBit 3.0, я получил. И я рад, что смог опробовать хоть и лаганую, но все-таки масштабную обнову, которую мы все так долго ждали. Ну и пока я писал сценарий, разработчики выпустили еще один пост в Steam, где заявили, что активно фиксят утечку памяти, которая произошла через новую систему звуков, что вскоре они проведут исключительно технические плейтесты с одним лишь сервером, дабы протестировать производительность и наличие утечки памяти в игре. Такие тесты могут проводиться в любое время, так что если вы хотите попасть на один из них, просто получите роль тестировщика в их Discord-сервере, и разработчики упомянут эту роль в случае подобных тестов. Если в технических тестах не будет критических лагов, тогда уже будут проводиться нормальные плейтесты, подобно тому, во что мы с вами играли 29 ноября. Они также уменьшили количество снега в обновлении, пытаются сделать хороший баланс в игре и сказали, что трассера в игре не изменят, ибо считают, что игрокам они не понравились из-за утечки памяти, которые повлияли на них. Что вообще бред, ибо новые трассера мне не понравились сами по себе. В заключении хочу озвучить все то, о чем думаю насчет BattleBit. Да, это реально совершенно другая и новая игра. И знаете, не во всех моментах это плюс. Вся эта переделка игры в целом мне очень зашла. Я полюбил эту игру вновь и ощутил тонны свежего воздуха в ней. Но есть и моменты, которые терзают во мне сомнения насчет идентичности самого BattleBit. Если вкратце, так это его казуаливание. Я как-то снимал видос насчет идентичности BattleBit, но я определенно сниму еще один такой ролик, ибо эта тема, как по мне, нуждается в разглашении. А пока, вот мой лист вещей, которые я не оценил обновлением. Полностью косметическая броня и рюкзаки, индикаторы на гранатах, дронах и гаджетах, анимация падения урона возле прицела, система скинов, глоу-эффект в списке косметики персонажа, невозможность услышать шаги противника почему-то, и также неприятный новый звук убийства. Полная и тотальная принужденность графики без возможности полного отключения motion блюра, резкости, хроматической аберрации, изменения анизотропной фильтрации и режима сглаживания. Баллистика в РПГ и эффект дыма от него. Чрезмерное количество частиц, которое видно почти через всю карту. ТТК и новый баланс, очевидно. Слишком чувствительная визуальная отдача. Отсутствие скинов на моем аккаунте за контент-мейкерство по игре. И самое главное, отсутствие эффектов от воды. Все остальные нюансы я уже не припомню, но уверен, что там все по мелочи. Спасибо, что полностью досмотрели видос, это безумно приятно. Вы и представить себе не можете, сколько сил и времени я вложил в него, несмотря на проблемы со здоровьем, учебу и постоянное отключение света, которые мешали мне выпустить это видео. А ведь оно даже без монетизации из-за интро, которое я ставил в начало, но я думаю, оно того стоило. Спасибо Darkvet, Ксевтра, Секастик за предоставленные футажи, которые я использовал в видосе. Без вас видос был бы намного короче и в худшем качестве. Не забывайте заходить в телегу, в мой недоделанный Discord сервер, подписываться на канал, писать комментарии, трогать траву и мыться. До встречи!